Всем привет! Приступаем к серии уроков, посвященной написанию тестов. Тесты условно можно разделить на два типа юнит и интеграционные. Юнит-тесты — это тесты, которые тестируют одну какую-то небольшую часть вашего кода, например, конкретную функцию. А интеграционные тесты — это тесты, которые тестируют вашу систему в комплексе. То есть подключается все, там и база данных, и бэкэнд, отправляют запросы, и проверяется сразу большое количество вашего кода в разных файлах. Вот в этом уроке мы попишем юнит-тесты. И для этого нам потребуется библиотека Jest. Давайте установим ее во все три наших пакэджа. PNPM. Ой, не тест, а... Так, PNPM, нам нужен Jest. Так, да, и поскольку он нам нужен во всех наших пакэджах, и это разработческая зависимость, давайте установим ее в наш корневой пакэдж JSON, в разработческие зависимости. И нам потребуется сам Jest, потом его типы, types Jest, а также test Jest, чтобы с TypeScript он тоже хорошо работал. Так. Устанавливаем. Пока устанавливается, расскажу, какой нужен подход при написании тестов и когда их писать, и когда не писать. Во-первых, скажу, что тесты на фронтенд я вообще не пишу. Был момент, я писал, и я не почувствовал, чтобы они мне как-то помогли. Вот, если вдруг вы встретите ситуацию, когда вы понимаете, что тесты на фронтенд нужны, напишите их. А мне пока что такое не встречалось, потому что обычно фронтенд не так легко сломать, если его уже нормально написали. Вот, и он не так сильно друг на друге там зависит. Вот, и в принципе достаточно того, что у нас есть TypeScript, и если на фронте типы сходятся, скорее всего, фронт и так работает. Вот, это со мной многие не согласятся, вот, но тем не менее у меня вот так получилось. Что касается юнит-интеграционных тестов на бэкэнде и на фронтенде, в частности, каких-то просто отдельных функций. Хорошо писать тесты тогда, когда вам проще проверить ваш код, как он работает, не вызывая его руками откуда бы то ни было, а проще написать тест. Самый простой пример — это когда вы проверяете какую-то вещь, которая происходит только после того, как зарегистрировался пользователь, потом, я не знаю, образно добавил какого-то другого пользователя в друзья, они там совершили какой-то условно обмен, и потом он должен написать этому человеку, допустим, отзыв. И вы представляете, вам сколько надо кнопок нажать, чтобы до этого состояние дойти. Да, а вас представьте, что там может быть позитивный, негативный отзыв, и есть какие-то условия, что если там уже был отправлен отзыв и так далее. И вам просто, чтобы это проверить, нужно будет очень много времени потратить. Вот. Поэтому гораздо проще автоматизировать эту проверку, задать все нужные данные с помощью кода в вашей базе данных и проверить, как это работает. То есть через тесты должно быть в первую очередь удобно разрабатывать. И резонно писать тесты, когда вы сомневаетесь, опять же, в работоспособности вашего кода, и когда есть очень много каких-то вариаций. Вот, опять же, проще написать тест. То есть через тесты удобно разрабатывать иногда. Вот. А также на бэкэнде особенно хороши тесты, потому что потом вам нужно провести какой-то рефакторинг, да, вы как-то решили разделить ваши модели и так далее, и это затронуло все, и вам придется либо сейчас опять руками все сначала проверять, а если у вас тесты на ключевые моменты написаны, то и ваш код быстренько вам подсветит, где у вас что не срослось. И опять же повторюсь, поскольку мы используем TypeScript, наш код гораздо сложнее сломать. И чаще всего, если у вас типы сошлись, то и так все работает. Но периодически тесты нужны. Еще, если вам доведется однажды работать чисто бэкэндером, то вы всегда будете разрабатывать только через тесты, на фронтенд даже смотреть не будете, вот, и будете весь свой код дергать тестами. Ладно, так, про общую суть тестов рассказал, можно начать их потихонечку писать. Но сначала давайте добавим в наши пакэджи JSON команды для тестирования. Так, у нас будет команда, которая называется тест, а под капотом она просто будет запускать Jest. Когда мы вызываем Jest ищет вот в этом пакэдже все файлы, которые кончаются, грубо говоря, на тест TS, и запускает их. Так, сначала добавляем эту команду во все пакэджи JSON. В shared пакэдж JSON тоже добавим. Так, ладно, сюда. Так, и здесь добавим в бэкэнд. Хорошо. Также нам потребуется настроить конфиг нашего Jest.
и создадим его в корне со следующими настройками. Так, jest.config.js. Хорошо. Так, можно здесь с этим поиграться, если вам вдруг потребуется, но этого достаточно для того, чтобы тесты работали. Так, но этот же jest.config нужно прокинуть и в наши package.json. Давайте начнем с WebApp. Так, идем в WebApp. jest.config.js. И здесь мы просто импортируем наш корневой. Так, на что-то он здесь ругается. Подгрузим типы. Ага. Так, момент. Нам говорят, что в ts-config он не попадает. Один момент. Так, окей, чтобы ESLint не ругался, можно в корневой ESLint rc в ignore patterns добавить вот звездочка.config.js, чтобы такие файлы туда не попадали. Там проблема была связана с тем, что у нас этот файл в ts-config не попадает, а в ESLint он попадает. Вот у него недопонимание вышло. Вот это таким образом поправили. Здесь ничего страшного, главное, чтобы сам конфиг здесь был, и он импортировался сюда корневой. Так, продолжим добавлять этот самый jest.config. Точно такой же код давайте добавим в shared. New файл. jest.config.js. Так, хорошо. И также нам потребуется такой файл на бэкэнде. jest.config.js. Хорошо. Первичные настройки мы выполнили и можем перейти к написанию самих тестов. Так, будет наглядный пример и простой, если мы напишем тесты для наших функций, которые проверяют наличие каких-то пермишенов. Вот, нас здесь, в принципе, особо ничего не смущает. Скорее всего, все это работает. Вот, но, тем не менее, это же важный элемент системы, да, проверка прав. Почему бы на нее тесты не написать? Давайте это сделаем. И создаем файл. can. Можно помечать, да, какие у нас тесты юнит, какие интеграционные. Но это только для нас. .unit.ts. Вот для того, чтобы протестировать эти функции, нам нужно их импортировать. Я предлагаю написать сейчас тесты просто для hasPermission, потому что здесь просто будет и так этого достаточно, просто зная того, что работает hasPermission. Экспортируем эту функцию, чтобы импортировать ее в наших тестах. Так, и импортируем ее. Конечный код будет такой. Ну-ка, на IDS тоже, да, значит, хорошо. И эту будем тестировать. Ага. Так, смотрите, все тесты строятся из того, что вы пишете сначала describe и передаете туда какое-то название, как будет называться описание всех тестов в этом блоке. Вот, удобно назвать это так, как, например, сам файл или как функция, импортируемая оттуда. У нас там больше, чем одна функция, поэтому просто как название файла. То есть внешне в тестах это будет выглядеть как заголовок. Все, потом сюда передаете функцию, и в ней ваши тесты. Они начинаются на it. Вот здесь такое же правило. Вы пишете в строке название вашего теста. Вот некоторые начинают его со слова shoot, но тогда у вас все тесты будут начинаться со слова shoot. Можно его, в принципе, и не писать. Вот. И все. И потом сама функция, которая должна будет исполниться. У Jest есть также вот такая вот штука, функция, как expect. Вокруг нее строятся все тесты. То есть в expect передается какое-то значение, а потом говорится, что вы ожидаете от этого значения. Вот самое популярное to be, но чисто технически здесь может быть много что. Вот там to be false, to be true, должно было быть вызвано, будет нулом, имеет там такую-то длину и так далее. Здесь огромное количество хелперов, вот, и с ними можно будет разобраться. Какие-то сами разберем, какие-то просто увидите, когда вам они потребуются. Хорошо, и разберем вот этот тест. То есть мы вызываем здесь функцию hasPermission с параметрами.
У нас hasPermission принимает юзера и permission, но не целиком, а главное, чтобы вот эти вот поля хотя бы в них были. Соответственно, здесь у нас вот это вот как бы юзер, у него IDX, а в permission у него массив из одного элемента блока IDS. А вторым аргументом, как сам permission, на котором мы проверяем блок IDS. И, ну, конечно, мы ожидаем, что у такого юзера этот permission, эта функция должна вернуть true. Поэтому to be true. Могли бы написать вот так вот, to be truthy. Вот, но так как-то более внятно. Хорошо. Этот тест, ну, разобрали. Вот здесь hasPermission должен возвращать false, если у юзера нет этого пермишена. Все, permission пустой массив, вернули false. Должен возвращать true для любого пермишена, если у пользователя есть permission all, да, то есть это у нас какой-то суперадмин. Вот, все, пожалуйста, возвращает true. И проверяем вот отдельно эту canIdea функцию. Передали сюда, только автор может редактировать идеи. Все, и передали, что ID юзера это X, а у идеи автор ID это X. А здесь юзер ID хакер, а автор ID здесь по-прежнему X. И поэтому X можно редактировать свою идею, а хакеру свою идею редактировать нельзя. Все, написали эти тесты, теперь вам надо их запустить. У вас есть несколько способов, как это сделать. Если вы хотите запустить тест именно в этом файле, вы можете взять его название, если оно уникально для вашего файла, но так будет не всегда, можете поэтому взять его, например, путь. Копируете путь, достаточно чего-то уникального для проекта, например, так вот utils, и пишете. Это у нас тест на бэкэнде, да? Поэтому pnpm-b-тест, чтобы вызвать вот этот скрипт. И можете дописать дальше путь к этому файлу, и будет вызван именно этот файл. Вот так вот вызываете. Запускаются тесты. И все, мы видим, что все тесты прошли. Если вдруг ваш код сломан и работает как-то не так, как ожидалось, ну, допустим, то ошибки будут выглядеть следующим образом. Раз, и вам показали, что ожидался false, пришел true, в каком-то файле случилось, в какой конкретно строке это случилось, и все, и можно с этим разбираться. Так, вернем, починим наши тесты обратно. Так, если бы вы вызвали просто команду pnpm-b-test, то у вас бы запустились абсолютно все тесты. Вот. Но у нас сейчас только один тест, поэтому получилось то же самое. Вот. Если вы, например, работаете, и у вас только один тест какой-то не проходит, а идут они долго, это бывает в интеграционных тестах, вы можете сделать следующее. Да, вы указываете путь к файлу, говорите, что вам нужны тесты, но ставите вот такую приписку. После it, например, .only. Вот. И тогда у вас в этом файле будет вызван только этот тест. Но опять же, вы не можете вызвать абсолютно все файлы, потому что в других файлах тесты будут вызываться все равно все. Поэтому если вам нужен only и только его запустить, то тогда надо указывать путь к этому файлу. Хорошо, видите, эти были скипнуты, этот был only. Если вдруг по каким-то причинам, это странно всегда обычно, но, может быть, вам потребуется, чтобы все тесты проходили, а один или два какие-то образно не проходили. Тогда можно приписать skip. Вот опять вызываете тест, у вас сейчас пройдут все тесты, за исключением этого. Вот этот был скипнут. Хорошо. Так, с этим разобрались. Давайте просто попишем еще тестов, но пока не перешли, расскажу про второй способ, как можно еще запускать тесты. Может быть, вам так будет удобнее. Есть расширение в VS Code, которое называется JustRunner. Да, вот это. И оно позволяет прямо из файла в VS Code запускать тесты. Вот можно нажать Run. И вот он как бы выполнил только его. Можно нажать Run на каком-то другом тесте, он выполнит только его. Вот. Делайте, как вам удобно. Хорошо. А мы попишем еще тестов. Вот на Ken стоило писать тесты или нет, вопрос. Вот. Но точно стоит написать тесты на DeepMap, потому что не факт, что он нормально работает, вот, а тестировать его будет гораздо легче, чем его писать. Вот, потому что нам в сущности в DeepMap нужно просто передать какой-нибудь дикий объект и убедиться, что он нормально мапится. Так, тест для DeepMap будет следующим.
Если в Can мы решили написать множество тестов, то в DeepMap я предлагаю написать один тест, но который проверяет сразу очень много всего. Так, deepmap.unit.test.ts. Так, ну и код будет такой, и он на самом деле простой. То есть опять describe, да, заголовок наших тестов, вот как здесь было can, и название теста, ну, should map object. И это всего один тест. Вот. Но мы просто можем передать туда прям такой объект заморочный, который, по сути, проверит всю работу. Мы здесь проверим и циркуляционные какие-то зависимости и прочее. Объявляем одну функцию, объявляем вторую функцию. И в fn1, в .fn2, то есть как в свойство объекта, кладем опять fn1. То есть если пытаться такое замапить, то мы, по идее, заблудимся, да, и на всякий случай мы такую проверку и сделали. Объявляем input. Здесь у нас в качестве объекта это просто первый ключ такой, объект, и сюда мы чего только не передали. И цифры, и null, и undefined, и нормальную функцию, и функцию, в которой можно заблудиться, и строку как число, и массив из цифр, и массив из объектов, и массив и из объектов, и из цифр. Ну, в общем, достаточно сильно постарались, чтобы, если что-то не работает, то оно сломалось. Вот. Так. Хорошо. И еще мы добавили какой-то рекурсивный объект. То есть у нас есть сам input, в нем есть просто объект и объект рекурсивный. Я здесь его задал null, чтобы просто дальше там потом TypeScript не ругался. Вот. И в этот объект рекурсив я обратно присвоил сам же input. То есть и в самом инпуте можно заблудиться. То есть все очень жестко. А дальше вызываем просто функцию deepmap. И что мы просим? У нас в deepmap переходит сам input, и дальше для каждого его элемента, вплоть до всей глубины, выводится ключ, выводится path вот в таком формате. То есть object c1.0, это вот object c1 нулевой элемент. Вот, то есть у нас еще и вот такое выводится в этом маппере. И само value. Ну, это вот конкретное значение. То есть здесь 12, или вот, например, все вот это для s1 и так далее. И вот наша функция, что конкретно object c1.0 мы хотим заменить вот на такую строку. То есть мы знаем то, что вот здесь вот в object c1.0 после маппа, после вот этого deepmap будет вот эта строка. То есть, во всяком случае, мы этого ожидаем. Хорошо. Дальше мы говорим, что если у нас k — это u, а у нас парочку раз встречается ku, он должен быть заменен на myk is u. Если у нас k — это s1, то здесь такая строка. И потом, если у нас строка или число, мы хотим, чтобы к ней было дописано в конце плюс xxx. То есть у нас все строки и числа должны быть с припиской 3x. Вот. Во всех остальных случаях должно остаться value, как оно и было. Вот. И потом, мне не хотелось, когда я вот так заморочил, проверять, как у нас вообще выстроится этот объект. И я не хотел его писать руками. В связи с этим вы можете сделать следующее. Expect output, да, то, что вывела эта функция, to match inline snapshot. Просто вот так вот пишете, и все, и сохраняете. И запускаете этот тест. И когда вы его запустите, и здесь будет реальный output. Ага. Так, что-то здесь через VS Code запустить не получилось, но давайте запустим через консоль. Почему через VS Code не получилось? Ну, там говорят, что с претером у них какая-то ругань. А если так? Ага. Тест забыли написать. PNPM-B тест. Так. Так, сейчас разберемся с претером. Одну секунду. Так, я сейчас прочитал в интернете, что для Jest можно отключить претер. Давайте так и сделаем. У вас периодически, даже если раньше все работало, потом начнутся обновляться всякие версии, и что-нибудь периодически будет отпадать, это нормально, натыкаться на что-то такое и проверять. И причем не каждое первое найденное решение может сработать. Может, и сейчас будет что-то не так. Но нам повезло. И смотрите, у нас здесь сам по себе просто вставился вот эта вот строка. То есть, когда вы пишете match inline snapshot, в сам момент запуска теста, его проходки, он то, что увидит здесь, он преобразует в строку и подставит.
Так, хорошо. А, Подставили. И проверяем теперь. Здесь нужно просто поглядеть, все ли вас устраивает. То есть может быть такой вариант, что он все подставил, а вы видите то, что он подставил, не так. И здесь раз, например, 3 икса не поставились. Все, вы понимаете, что нужно здесь дописать, руками дописали, идете фиксить саму функцию DeepMap, потом возвращаетесь и вызываете, проверяете, что это соответствует этому Match Inline Snapshot. При последующих запусках этот Match Inline Snapshot, он не будет заменять свое значение. То есть, если здесь уже есть строка, то она вот замороженная. А если ее здесь нет, то он сам подставит ее прямо в этот файл. Хорошо. Так. Вот можно вызвать еще раз, и сейчас тест пройдет, потому что все этому соответствует. А в остальном, мы видим, что эта строка у нас подменилась. Здесь у нас эта страшная функция циркулярная вот так вот пометилась. Рекурсивный объект тоже пометился как circular. Это у нас зашито внутри самой функции DeepMap, что мы такие вещи помечаем как circular. Так что все нам хорошо, что это произошло. В остальном вроде все нормально, что было объектами, осталось объектами, массивы с объектами, все работает. Опять же, может такое быть, что вы написали тест, у вас все работает, а потом вам в центре пришла ошибка, которая говорит о том, что, оказывается, у вас работает не все. И тогда в таких ситуациях резонно, что вы идете, правите саму функцию, чтобы она начала работать правильно, а также добавляете какой-то вот удивительный кейс в ваши тесты. То есть, да, старайтесь, чтобы тесты все проверили, если что-то упустили, и вам уже пользователи ваши сообщили, что что-то не так, добавьте это также на будущее в тесты, чтобы опять это не поломать. Вот, и сейчас я понимаю, что мне не нравится то решение, которое мы приняли с отключением Преttер. Тут в интернетах пишут, что можно все-таки его подменить на какой-то другой. У нас сейчас используется Pretter версии 3, и он как-то умудрился быть несовместимым. И чисто для джеста можно поставить другой. Я сейчас проэкспериментирую и скажу, к чему в итоге стоит прийти. Ладно, я, в общем, думаю, что не стоит ничего париться дополнительного с Преттером, пускай он просто не будет работать. Именно когда сам Jest пытается что-то добавить в наши файлы, потому что у нас и при коммите Prettер сам срабатывает, и руками мы можем вызвать, и, скорее всего, уже очень скоро Jest нормально заработает просто с третьим Преттером. Думаю, здесь можно не заморачиваться. Если вдруг будет какое-то неудобство, там вон на сайте Jest есть документация, можно просто установить еще один Prettер и передать Prettер path вот здесь в JS-конфиге. Это, в общем, я считаю, не проблема. Единственное, что вот здесь если linter-c, я добавил изначально вот так без кавычек, а надо с кавычками, иначе если не будет работать. Хорошо. Так, и я предлагаю еще добавить тесты в наш фронтенд на функцию pumpGetRoute. Вот тоже будет юнит-тест, потому что здесь относительно сложная логика, и теоретически мы могли здесь ошибиться, поэтому можно и здесь тесты написать. pumpGetRoute.unit.test.ts. Хорошо. И со следующим содержимым. Мы будем проверять в том числе и наши абсолютные пути. И чтобы это не зависело от наших env-переменных, мы здесь просто захардкодим этот процесс env, а дальше импортируем сам PGR. Причем в таком формате, потому что иначе у нас здесь они перепишутся старыми. Нужен вот такой порядок. Хорошо. Потом describe, опять заголовок и сами тесты. И вот здесь мы отдельно объявляем наш route, то есть по аналогии, как мы это делаем в самом файле с роутами, да, то есть вот это вот route, мы его вот так объявили, а здесь мы его вот так и, допустим, мы его называем simple route. Все, вызываем его вызов, должна вернуться просто эта строка. Если у роута есть парамсы какие-то, их там множество, передавая их, они должны подставиться в эту строку. Должно возвращаться route definition. Это тот самый definition, который мы используем в AppTSX. Опять же, для такого же роута вместо них должны подставиться param1 и param2 с двоеточием. Проверяем, что там плейсхолдеры правильные. Потому что они у нас там просто есть. И проверим. По ним генерируются потом наши типы
если они нам потребуются. Вот, так, параметр 1, параметр 2 с двоеточием. И он нормально должен возвращать абсолютный путь, подставляя его к начальному роуту. Вот можно его и запустить. Так, запускаем. Тесты работают. Отлично. Так, вроде как все тесты, которые я хотел написать в формате юнит-тестов, мы написали. И хорошо бы нам теперь запустить абсолютно все наши тесты во всех наших пакейджах. Для этого по аналогии с прочими скриптами добавим сюда скрипт для тестов. И здесь мы просто говорим то, что нужно по очереди во всех наших пакейджах вызвать команду тест. Пишем npm тест. Так, сейчас прошел бэкэнд, прошел веб-ап, и если бы что-то наругалось, это было бы ярко видно, но мы видим, что у нас здесь было скипнуто множество тестов. С чем это может быть связано? С тем, что мы забыли здесь only. И это вообще-то плохо. Вот. Также мы видим, что у нас здесь как-то мало тестов. Пойдем посмотрим в наш... Какой это был? Так, это у нас тесты на can, да? Почему их мало? То, что 4 line collapsed. Вот. Если какие-то ошибки вылетают, про них ярко видно. Вот здесь главное, что если мы видим, что output аккуратный, значит, ошибок не было. Если была ошибка, давайте ее добавим. Даже при вызове всех тестов мы ее заметим. Так, пошел бэкэнд. И все, да. Но такое уже не пропустишь. Тут все красным горит, и можно сюда идти. Вот. Но обычно вы все равно будете вызывать проверку всех тестов, когда вам они, по идее, проходят. Если вы сейчас что-то разрабатываете, вы, скорее всего, будете запускать какие-то единичные тесты. Что ж, мы как видим, что мы можем однажды забыть какой-нибудь only в наших файлах, и мы не будем проверять какие-то другие тесты. Это нехорошо, и поэтому я предлагаю с помощью ESLint запретить такое делать. Давайте это организуем. Так, устанавливаем этот плагин в корневой пакет в разработческие зависимости. Называется ESLint плагин Jest. И идем в сам ESLint RC и добавляем наши плагины. Так, плагин будет выглядеть просто как Jest. Давайте дождемся установки и проверим, работает ли он. Так, установка прошла. И посмотрим, применяет ли он какие-то правила по дефолту. Вот, допустим, делаем наш can и оставляем only. Так он не ругается. Давайте отдельно на это only добавим правило. Так, у нас есть два варианта. Мы можем либо пойти и каждое отдельное правило сами добавить, или можем сказать, что мы также экстендимся от рекомендуемого ESLint recommend. Вот, то есть можно сделать... Хотя нет, это слишком избыточно, мы так уже от чего-то экстендимся. Давайте руками добавим отдельное правило. Так, хорошо. У Jest есть рекомендованные специально для него правила ESLint, и можем добавить их вот так. Вот. И тогда все рекомендуемые правила и так будут добавлены. Если что-то будет лишнее, это потом можно будет отключить. Ага, хорошо. И вот здесь сейчас, если вызовем npm-lint, то мы увидим наши ошибки. Вот и здесь уже only нам подсветили. Если его спрятать, то теперь проблем с линтом быть не должно. Хорошо, юнит-тесты написали, ESLint поправили, и можем двигаться дальше к интеграционным тестам. Всем спасибо, до скорого.